И наша история начинается с потрясающего горного хребта с острыми пиками, пронзающими небо. Это место известно как священная вершина Дето. Рядом появляется мужчина с маленьким нежным существом. Это существо смотрит на деревья. Затем мы видим большой блестящий плод с протянутой рукой, чтобы взять его. Одна рука указывает на плод на дереве. Мужчина смотрит и спрашивает, этого ли хочет существо. Существо приходит в восторг, глядя на него. Парень берет фрукт, показывая, что он его получил. То же самое существо, что и раньше, взволнованно празднует, счастлив, что ему это удалось. Мужчина улыбается, неся существо на плече. Существо с удовольствием жует фрукт, пока он предупреждает его, что это не шелк. Человек смотрит на небо и говорит, похоже, надвигается гроза. Под проливным дождем две фигуры в капюшонах бегут в пещеру. Одна из них кричит, чтобы они немедленно вошли. У входа в пещеру один из людей в капюшонах удивленно замечает, что буря возникла из ниоткуда. Появляется рыцарь, промокший от дождя, удивленный тем, что минуту назад светило солнце. Его имя раскрывается: Джейс, капитан второго отделения рыцарского ордена Королевства Бария. Внутри пещеры рыцари собираются вокруг света. Они говорят, что это неизведанная территория, и каждый монстр, с которым они сталкивались, был кошмаром. Один из джентльменов задается вопросом, действительно ли кто-нибудь мог жить в таком месте. Джентльмен заявляет с уверенностью, сомнений нет. Легендарный Святой Меча находится здесь, на вершине той. Один из рыцарей говорит с уважением, говоря, что из-за внезапных перемен погоды и опасных зверей трудно представить, что здесь кто-то живет. Капитан приказывает потушить огонь. Джентльмены зовут его, заметив его серьезное выражение лица, в то время как дождь продолжает лить. С острым взглядом капитан держит свой меч и предупреждает, что что-то приближается. Рыцарь ошеломлен, осознавая что-то страшное. Дождь даже не касается его. Молодой человек делает шаг вперед, говоря, что почувствовал что-то странное и пришел проверить. Рыцари парализованные, ошеломленные огромной аурой меча, окружающей его. Молодой человек указывает на рыцарей и спрашивает, принадлежат ли они к разным. Рыцари называют своего капитана. Он молчит, не сводя с него глаз. Капитан выходит вперед с мечом за спиной, выделяясь. Молодой человек, столкнувшийся с реакцией, был удивлен. Джентльмен представляется. Он подтверждает, что это Джейс, капитан второго отделения рыцарского ордена Вария. Джейс разговаривает с молодым человеком, говоря, что это большая честь. Он называет его Святым Меча. Толстый реагирует удивленно, шутя, действительно ли они пришли сюда только для того, чтобы увидеть его. Хася отвечает серьезно. Да, и у них есть просьба, которую может выполнить только он. Подвиг настроен скептически, спрашивая, действительно ли они рисковали своей шкурой, просто чтобы о чем-то попросить. Он все же соглашается выслушать их, небрежно махнув на это рукой. Ха склоняет голову, с уважением благодарив его. Подвиг говорит, что это место опасно, и что им следует двигаться, если они хотят хорошо поговорить. Он говорит им, что отвезет их на свое место, добавив, что шторм скоро утихнет. Джентльмены реагируют удивленно. Когда они идут дальше, кто-то недоверчиво замечает, что не может поверить, что шторм утихнет так быстро. Появляется улыбающийся подвиг с маленьким существом на голове. Один из рыцарей задается вопросом, может ли даже Святой Меча предсказывать погоду, в то время как другой указывает, что он уже идет, как ни в чем не бывало. Один из солдат испуганно смотрит на капитана, подзывая его, когда замечает что-то странное. Когда они следуют за ним, некоторые джентльмены с сомнением перешептываются. Они задаются вопросом, действительно ли он Святой Меча. Он выглядит намного моложе их. Пока солдаты колеблются, капитан показывает, что видел подвига в войне с демонами. Он признает, что понятия не имеет, как подвиг продолжает выглядеть точно так же. Подвиг появляется с улыбкой, небрежно подтверждая: «Да, это я». Он с улыбкой поднимает руки, объявляя, что они прибыли, в то время как капитан внимательно наблюдает за ним. Джентльмены поражены, что такое место существует, скрытое в горах. Перед ними появляется чудовище. Капитан готовится действовать, но подвиг спокойно останавливает его, говоря ему подождать. Подвиг объясняет, что это водопой. Он указывает, что здесь даже монстры не дерутся, потому что вода слишком редкая. Интересно, где спит Святой Меча. Подвиг удивляется, оставаясь задумчивым. Он дает расплывчатый ответ, говоря, что спит где-то здесь. Джентльмены с любопытством наблюдают, как маленькое существо удивленно реагирует. Подвиг говорит им сидеть там, где они хотят. «Признайся, что у тебя нет чая, но покажи несколько белых яблок, которые ты собрал раньше». Предложив яблоки, Вера восхищается Джейсом и спрашивает его, что именно им от него нужно.
Джейс начинает объяснять. Он говорит, что в его стране есть школа для обучения следующего поколения джентльменов. Сцена переносится в Королевскую рыцарскую академию в Барии, место, где проходит обучение молодые студенты. Подвиг продолжает спокойно есть, расспрашивая рыцарей, какое отношение к нему имеет школа. Ха поднимает свиток и говорит твердо. Он говорит, что Академия, гордость его королевства, в опасности, и им нужен подвиг, чтобы спасти ее. Подвиг удивленно реагирует, спрашивая, что он имеет в виду, спасая ее. Хейс объясняет, что Академия задыхается от благородной элиты. Сцена показывает, как дворяне развратили ее. Студентов судят по их статусу, а талантливых, не имеющих степеней, игнорируют. Эта токсичная система все португалит. Джентльмены объясняют, что есть много талантливых простолюдинов, но им отказывают в возможностях. Подвиг насмехается, говоря, общество по-прежнему в беспорядке. Добавим, что такими темпами его армия расти не будет. Она просто развалится. В конце концов он говорит, что им нужна сила подвига, чтобы все это изменить. Подвиг смотрит на него и прямо спрашивает, что именно ты хочешь, чтобы он сделал. Хейс кланяется подвигу, давая понять свою просьбу. Пусть он перейдет в рыцарскую академию и подавит гордость этих высокомерных дворян. Объясни, что хотя подвиг является святым меча, в официальных отчетах он не имеет статуса. Подвиг реагирует удивленно. Джейс продолжает, если кто-то вроде подвига победит этих дворян, все изменится. Хейс заявляет, что если подвиг вмешается, вся система дворян рухнет. Эта сцена демонстрирует мощную метафору того, как она разваливается на части. Подвиг реагирует с легкой улыбкой. Он заливается смехом на просьбу, в то время как джентльмены молча смотрят на него, продолжая смеяться, находя все это забавным. Откуси от своего яблока и начни излагать свою просьбу. Подвиг уверенно улыбается, говоря, что все, что ему нужно сделать, это внушить этим дворянам какой-то смысл. Он добавляет, что это придаст смысл каждому, кто встанет перед ним. Ха сразу соглашается, говоря точно. С уверенной улыбкой Подвиг принимает просьбу и говорит, что поможет. Она согласна, но дает понять, что хочет компенсации. Хосе отвечает, что король пообещал предоставить все, о чем она попросит, несмотря ни на что. Подвиг откусывает свое яблоко и без колебаний соглашается на сделку. Повозка движется по дороге к огромному замку вдалеке. С достигнутым соглашением они уезжают. В повозке Подвиг путешествует с рыцарями. Они подъезжают к городским воротам. Повозка въезжает в ворота. Подвиг выгляни в окно. Пораженный таким оживленным городом. Торговцы кричат о продаже хлеба, бегают дети, улицы полны энергии. Наконец-то они добрались до Централа, столицы штата Вария. Подвиг не может скрыть своего изумления перед огромным городом, раскинувшимся перед ним. Он очарован им. Он никогда не видел и половины этого. Даже и он взволнован, его глаза сияют, когда он видит всю странную еду вокруг. Подвиг смеется, спрашивая меня, весело ли ему тоже. Малыш прыгает счастливый, явно такой же взволнованный, как и его хозяин по городу. Он наблюдает за существом, спрашивая, что это. Подвиг отвечает естественно, как будто в этом нет ничего особенного. Он представляет своего маленького приятеля, говоря, что его зовут Хьюи. Существо смотрит прямо перед собой, как будто оно тоже представляется. Внезапно Хьюи прыгает Джейсу на колени, застигая его врасплох. Подвиг смеется, говоря, что малыш раньше бродил по горе и просто последовал за ним туда. Хьюи устраивается прямо над головой Джейса, доставляя ему неудобства. Подвиг успокаивает его, уверяя, что он безвреден, хотя капитан все еще выглядит сомнительно. Подвиг насмешливо улыбается, говоря Хейзу отбросить формальности, поскольку там он в основном просто простолюдин. Хейз выглядит скованно и явно неловко из-за шутки. Он неловко кривляется, неохотно соглашается, все еще смущенный тоном Фета. Он беспокоится о том, узнает ли кто-нибудь его лицо, но Хейс успокаивает его. Вряд ли кто-нибудь в этой стране его знает, так что ни один студент этого не заметит. Хейс серьезным тоном подчеркивает, что присутствие там Святого Меча является строго конфиденциальным. Предупреди Подвига, чтобы он не слишком показывал свое лицо. Подвиг спокойно кивает, без проблем понимая. На троне король Эндрю Сивильский из Варии с уважением принимает Подвига, благодарив Святого Меча за то, что он дошел до этого. Подвиг впервые встречается лицом к лицу с королем Варии. Король извиняется за то, что не навестил его, говоря, что не хотел рисковать поездкой. Подвиг, естественно, отвергает это, говоря ему, что это не так уж важно. Он прямо говорит ему, что гора проглотила бы его заживо, если бы он пошел сам. Король относится к этому спокойно, поблагодарив его за понимание. Подвиг насмехается, говоря, что этот парень слишком жесткий и ему следует немного расслабиться. Реакция немедленная.
Кто-то возмущается. Настоящий рыцарь Клиффорд Лайтнинг кричит, приказывая подвигу держать язык за зубами, когда он разговаривает с королем, независимо от того, святой он или нет. Меча. Клиффорд яростно ругает его, отказываясь принимать проповеди от джентльмена низкого происхождения. Король прерывает его, приказывая молчать и напоминая всем, что Фит его гость. Джентльмены выражают свои сомнения. Даже если он святой меча, он все еще просто простолюдин. Они задаются вопросом, как можно доверить будущее нации такому человеку, как он. Дискуссия разгорается. Некоторые отмечают, что Фит закончил войну 7 лет назад. Другие отвечают насмешками, называя их трусами, которые просто использовали демонов в качестве оправдания. Клифф уверенно улыбается, в то время как Хася буравит его взглядом, собираясь потерять самообладание. Прежде чем он поднимется, король властно вмешивается, заставляя их обоих замолчать твердым приказом. Король извиняется за позорное поведение своих рыцарей, в то время как святой меча пожимает плечами, признавая, что весь этот беспорядок оказывается гораздо более раздражающим, чем он думал. Король, явно смущенный, смягчается и приносит искренние извинения. Затем он показывает, что королевство Ибалтрет, нация демонов, ведет себя подозрительно. Главный герой внимательно слушает, понимая, что речь идет об опасной земле, о которой он слышал раньше. Король подтверждает это. Да, нация демонов движется. Они собирают могущественных воинов со всего континента, что еще больше усиливает напряженность. Король ясно дает это понять. Все боятся, что королевство демонов готовится к новой войне. Напряженность реальна, и тень еще одного кровавого конфликта нависает над континентом. Джентльмены признают суровую правду. Если разразится война, у них не будет никаких шансов против демонов. Король ясно дает понять, что если дворяне и простолюдины не объединятся, они обречены. Тем временем главный герой обращается к высокомерному джентльмену по имени Клифф, просто чтобы разозлить его. Он прямо обращается к нему, говоря: «Ты же не думаешь, что я могу изменить эту страну, верно?» Клифф взрывается, крича, что, конечно, нет. Он яростно кричит, заявляя, что на этой земле правят родословные, даже если легенда о Святом Мече была правдой. Он утверждает, что никогда бы не доверил будущее нации такому человеку, как он. Главный герой насмехается над Клиффом, отмечая, что такие парни, как он, являются причиной, по которой король хочет все изменить. Клифф теряет контроль, обнажает свой меч и ревет от ярости, разъяренный унижением. С высокомерным видом бросает вызов легендарному фехтовальщику, приказывая ему вытащить свой меч, клянясь, что он докажет, что он не что иное, как пережиток прошлого. Главный герой спокойно улыбается, ничуть не смущенный вызовом. Он принимает его без колебаний, рассматривая драку просто как самый быстрый способ все исправить. Он делает пренебрежительный жест в сторону меча, давая понять, что он ему не нужен, чтобы разобраться с Клиффом. С уверенной улыбкой заявляет, что больше не пользуется мечами. Все остаются в замешательстве, но он просто говорит им расслабиться и посмотреть. Клифф расстроен, шокированный тем, что я действительно собираюсь противостоять ему голыми руками. Он взрывается, бросаясь на меч между криками, обвиняя святого меча в том, что он насмехается над ним. Клифф с ревом атакует, размахивая мечом, чтобы убить. Но главный герой только улыбается, говоря ему, что у него есть талант. Жаль, что он полностью растрачен на гордость. Наблюдающие рыцари признают, что мастерство Клиффа в обращении с мечом не шутка. Есть причина, по которой он попал в Королевскую гвардию. Даже со всеми его навыками и репутацией понимает, что что-то не так. Он в шоке. По его лицу струится пот. Он выкладывает все, что у него есть, но главный герой поражает всех, останавливая лезвие голой рукой. Главный герой смотрит ему прямо в глаза и говорит ему прямо в лицо: «Когда твое дело запутано, даже твой меч теряет остроту. Ты легко блокируешь его и прямо заявляешь ему, что тратишь впустую свой талант». Клифф замирает, понимая, что не может даже пошевелиться. Главный герой улыбается, указывает вперед и говорит, что покажет одно движение — легендарную технику владения мечом святого. Клифф недоверчиво смеется, насмехаясь. Он не может поверить, что кто-то осмелится противостоять ему без меча, предполагая, что это просто дешевый трюк. Главный герой использует свой легендарный прием невидимый рубящий удар без лезвия, застигнув Клиффа врасплох. Клифф ошеломлен, не в силах поверить в то, что только что произошло у него на глазах. Клиффорд Лайтнинг не выносит унижений. Он вспыхивает, крича, что его победил какой-то мальчишка,
Кто-то, кто в его глазах всего лишь грязный простолюдин. Главный герой голыми руками разбивает меч Клиффорда Лайтнинга, оставляя рыцаря совершенно ошеломленным. Главный герой совершенно спокойно говорит: «Я же говорил тебе, что все будет в порядке». В то время как Клиффорд застывает в шоке, а остальные все еще пытаются осмыслить то, что произошло, Хейс садится. И главный герой расплывается в широкой улыбке, празднуя, как ни в чем не бывало. Король, явно впечатленный, признает это. Сила нашего главного героя доказана вне всяких сомнений. Король пристально смотрит на него и прямо спрашивает: «Чего ты действительно хочешь от нас, когда все эти перемены произойдут?» Король говорит: «Если это в моей власти, я дам тебе это». Главный герой смеется, немного насмехаясь над тем, как щедро это звучит. С дерзкой улыбкой указывает пальцем и выполняет свою просьбу. Он хочет, чтобы король одолжил его кому-нибудь. Улыбнись и проясни это. Он хочет кого-то сильного, действительно сильного. Все просто. Неважно, джентльмен он или хулиган, лишь бы он был сильным. Он говорит это прямо. Он хочет самого сильного человека во всей стране. Король выслушивает его просьбу и спрашивает, что он планирует требовать от этого человека. Главный герой улыбается, бросая бомбу. Чего он действительно хочет, так это чтобы его убил самый сильный воин. Главный герой прибывает в Королевскую рыцарскую академию Варии с широко раскрытыми от волнения глазами, увидев, какой он огромный. Тем временем Джаз молчит, совсем не впечатленный. Джаз ошеломлен, снова и снова прокручивая слова в своей голове. Главный герой действительно просил кого-нибудь убить его, и он не может понять, почему он сказал что-то такое глупое. Главный герой смотрит на статую, задаваясь вопросом, не сводится ли все к ощущению борьбы с кем-то более сильным. Он в восторге от толпы, в то время как Джейс задается вопросом, может быть, он просто устал от жизни, так как он уже самый сильный. Глаза главного героя сияют, спрашивая, разрешено ли драться, в то время как Джейс быстро пытается сдержать его, говоря ему успокоиться. Главный герой получает свое задание. Официально он первокурсник класса А. Ему ясно говорят, что его первая цель вот-вот начнется. Его первая миссия — подняться на вершину рейтинга Академии. Главный герой воспринимает это спокойно, как будто это ничего не значит, и Джаз соглашается с ним кивком. Ропот распространяется. У простых людей там почти нет шансов. Чтобы подняться по служебной лестнице, ему придется стойко противостоять давлению знати. Главный герой это понимает. Если дворяне попытаются его сокрушить, ему просто придется сокрушить их сильнее. Его товарищ подтверждает это без колебаний. Главный герой улавливает идею быстрее, чем ожидалось, удивляя своего союзника. С твердым взглядом дает понять, что он не какой-нибудь невежественный ребенок, как многие думают. Он пожимает плечами и говорит, что позаботится об этом. Прежде чем он уйдет, Джейс останавливает его, напоминая, что его гид должен прибыть с минуты на минуту. Главный герой сбит с толку, спрашивая, что он имеет в виду под гидом. Внезапно появляется таинственная фигура, приветствующая Хейза фамильярно, как старого знакомого. Хейз держится спокойно, но признает, что приятно снова увидеть этого человека после стольких лет. В Академии главного героя знакомят с леди Арией Риктейл, директором. Она уже проинформирована о его ситуации и соглашается поддержать его. С улыбкой Ария приветствует его, говоря: «Для меня большая честь наконец-то встретиться со Святым Меча». Главный герой уверенно улыбается, давая понять, что он может заметить, что она сильна. Ария грациозно улыбается, отвечая: «Для меня большая честь получить похвалу от самого Святого Меча». Джейс указывает, что Ария должна быть сильной. Она раньше возглавляла первое подразделение Ночного Ордена. Во время войны с демонами Ария получила прозвище «100 цветов» после того, как в одиночку сразила сотню элитных воинов. Главный герой уже подозревал об этом. Он понимает, что раньше Ария была боссом Джейса, но она уточняет, что она бывший босс. Джейс объясняет, что он оставил дела Академии в руках леди Арии, сказав главному герою просто следовать ее указаниям. Главный герой расстраивается, чувствуя, что с ним обращаются как с ребенком. Хейс оставляет все леди Арье, и она соглашается. Леди Арья говорит, что больше не назовет его Святым Меча. Отныне она будет называть его подвиг леди Арья, переводит главного героя в свой новый класс, первый класс, класс А. Он без проблем соглашается. Прежде чем двигаться дальше, леди Арья что-то вспоминает и останавливает его. Она официально приветствует его, представляя в Королевской академии рыцарей. Она тепло улыбается, одобряя его переезд. Главный герой входит в огромный зал Академии, пораженный тем, какой он гигантский. Арья объясняет, что так и должно быть, чтобы вместить сотни претендентов на звание рыцаря. Королевская рыцарская академия — это трехлетняя программа, созданная для подготовки сильнейших, в котором обучается более 300 учеников,
является крупнейшей школой фехтования в королевстве. Главный герой уже чувствует, что заблудится в этих бесконечных коридорах. Арья совершенно естественно замечает, что однажды пропал студент, а через несколько дней его нашли, превратившегося в кожу и кости. Затем она смеется, говоря, что это была просто шутка, в то время как главный герой показывает, что расстроен ее мрачным юмором. Подвиг опровергает, что это даже не звучало как настоящая шутка, в то время как Арья продолжает смеяться в одиночестве. Видя, как он бегает, как неуклюжий парень, Ариан не может этого не заметить. Он действительно выглядит как обычный парень. Он может выглядеть как простой ребенок, но внезапно он излучает ауру утонченного меча, которая ошеломляет всех. Видя, как он идет, кажется, что он не просто ребенок. В нем присутствует мудрец, который тренировался тысячи лет. Из ниоткуда возникает огромный прилив силы, настолько ошеломляющий, что трудно поверить, что он исходит от одного человека. Главный герой спокойно и уверенно смотрит на Арью, спрашивая, закончила ли она его анализировать, как будто его даже не затронуло ее сокрушительное давление. Арья понимает, что переборщила, и с легкой улыбкой извиняется, признавая, что зашла слишком далеко со своей энергией. Она признает, что просто хотела испытать силу Святого Меча. Толстый относится к этому легкомысленно, отвечая спокойно. Затем уверенно улыбается и говорит, что хотел бы когда-нибудь встретиться с ней лицом к лицу. Арья потрясена, понимая, что она даже не смогла обнажить свой меч под сокрушительным присутствием подвига. Она зовет его по имени, пока он оглядывается, сбитый с толку. Не совсем понимая, Арья указывает путь в класс А, и подвиг расстраивается, говоря, что она могла бы сказать ему это раньше. Прямо перед началом урока входит Арья и просит минутку. «Отойди в сторону и позови главного героя войти в класс». Арья говорит классу, что с сегодняшнего дня он будет ее новым одноклассником. Главный герой появляется с широкой улыбкой, говорит, что его зовут Подвиг, и радостно приветствует весь класс. После его громкого выступления класс остается в полной тишине. Все смотрят на него, атмосфера становится тяжелой и напряженной. Ученики начинают роптать. Задаваясь вопросом, кто такой Подвиг, замечает, что у него нет фамилии, и сразу же предполагает, что он простолюдин. Ребекка Лайтнинг, первокурсница класса А, в ярости противостоит директрисе, настаивая на том, что этот класс предназначен только для дворян. Но Арья резко обрывает ее, заявляя, что такого правила не существует. Директор разъясняет, класс определяется успеваемостью. То, что большинство из них дворяне, чистое совпадение. Даже в этом случае дворянка возмущается, уверяя, что ситуация совершенно неприемлема. Она насмехается, спрашивая, действительно ли Подвиг на ее уровне, но он сразу же отвечает ей, что она не только на высоте. Подвиг высокомерно улыбается и хвастается, уверяя, что он, вероятно, сильнее, чем кто-либо в этой комнате. Да ладно, он говорит о себе. У всего класса захватывает дух, когда фея совершенно естественно раскрывает свою силу, повергая всех в шок. Арья мгновенно останавливает это. Только ее голос требует абсолютной власти. Весь класс сразу замолкает. Никто не смеет издать ни звука. Ученики в ярости, но директор заставляет их замолчать, напоминая, что несанкционированное раскрытие оружия нарушает правила Академии. Тем не менее, некоторые не соглашаются сидеть сложа руки, пока главный герой выставляет на показ свои вещи. Арья исправляет ситуацию, говоря, что это было бы несправедливо. Ты предлагаешь решить это по-академически через дуэль. Подвиг понимает, что все, что ему нужно сделать, это выиграть бой, и он полностью готов к этому. Режиссер вмешивается, чтобы показать, кто бросит ему вызов. Он называет Ребекку претендентом и спрашивает, согласна ли она. Ребекка соглашается без колебаний, клянясь, что она позаботится о том, чтобы главный герой никогда больше не ступал в класс, а Арья закрывает сделку. Дуэль официально согласована. Назначь время. Бой состоится через 30 минут во втором тренировочном лагере. Занятия приостановлены, и вся Академия приглашена засвидетельствовать это. Директор заканчивает собрание, увольняет класс и сосредотачивает все внимание на дуэли. Главный герой выходит с ней, явно взволнованный тем, что должно произойти. Режиссер просит его последовать за ней. Подвиг сопровождает ее, пока весь класс бормочет о том, что произойдет. Идущий рядом с ней Подвиг прищуривает глаза и говорит: «Ты это спланировал, верно?» Она просто смеется, забавная тем, как быстро все вышло из-под контроля. Подвиг смотрит на нее и спрашивает, действительно ли она поддерживает план короля. Не задумываясь, Арья отвечает «да». Она признает, что всегда мечтала все изменить своими руками, но у нее больше нет такой силы с тех пор, как она ушла с передовой. Главный герой кивает, соглашаясь с ее словами. Арья прерывает разговор, говоря Подвигу забыть обо всем остальном и сосредоточиться на дуэли. Противник Подвига раскрыт. Ребекка Лайтнинг, дочь легендарной семьи Лайтнинг,
несущая на себе престиж своей родословной. Оказывается, младшая сестра легендарного королевского рыцаря Клиффорда Лайтнинга. Подвиг узнает это имя и сразу понимает, насколько серьезен его противник. Он понимает, что Ребекка сестра Клиффа, и, естественно, признает, что у него есть какая-то история с этим парнем. Клифф силен, но у Ребекки еще больший потенциал. Он уже на 10-м месте в академии и едва учится на 1-м курсе. Подвиг улыбается, взволнованный тем, что столкнулся с кем-то, кто занял 1-е место с самого начала. Он ухмыляется с кривой улыбкой, убежденный, что удача на его стороне. Сделай шаг вперед, готовый начать, в то время как Ария внимательно наблюдает, зная, что это станет серьезным. Подвиг разогревается на арене, провоцируя Ребекку показать, на что она способна. Рефери объясняет правила, поединок заканчивается, если кто-то сдается или теряет сознание. Ребекка замечает, что у Фита даже нет меча, и противостоит ему. Фит улыбается и смело заявляет, что не носит меча. Ребекка буравит его взглядом, думая, что он насмехается над ней. Но Подвиг, спокойный и высокомерный, улыбается и говорит не совсем. Он пристально смотрит на нее, готовый говорить с полной уверенностью. Ребекка приходит в ярость, но он только улыбается, уверяя, что ему не нужен меч, чтобы победить ее. Ребекка сжимает кулак, готовая к битве. Подвиг ограничивается смехом и говорит: «Хорошо, тогда давайте начнем». Дуэль начинается. Ребекка идет полным ходом, атакуя прямо на Подвига. Они оба сталкиваются лицом к лицу, удар грохочет с огромной силой, сотрясая песок. Глаза Ребекки широко распахиваются, когда Подвиг берет ее клинок голой рукой, улыбаясь, когда она говорит ему успокоиться. Подвиг улыбается как сумасшедший, крепко держа меч, говоря, что хочет не торопиться и наслаждаться боем. Новости быстро распространяются по залам академии. Ребекка собирается сразиться с новым переведенным студентом. К удивлению, он простолюдин. Студенты смеются. У простолюдина нет возможности победить кого-то высокопоставленного. Для них битва уже решена. Ученики бегают по залам, отчаянно пытаясь не пропустить бой. Академия кипит от возбуждения. Все хотят занять места в первом ряду на этом поединке. Студент не может в это поверить. Кто-то с улицы противостоит дворянке. Песок становится полным. Все смотрят выжидательно. Ребекка все еще ошеломлена. Главный герой только что держал свой меч в руке, как ни в чем не бывало. Ребекка отступает и наносит еще один удар, сильно атакуя, чтобы заставить Фита защищаться. Ребекка набрасывается на все, но главный герой мгновенно реагирует, высоко подпрыгивая, чтобы уклониться от атаки. Он признает, что скорость его меча на высшем уровне, но упрекает его в том, что его движения слишком предсказуемы. Разъяренная его насмешками, Ребекка раскрывает свою магическую силу, давая понять, что больше не будет сдерживаться. Ученики сразу это замечают. Эта сила характерная для семьи Лайтнинг. Ребекка использует свой особый прием флэш-степ. Она исчезает в молниеносной вспышке, но главный герой удивляет всех, прочитав ее движение с первой попытки. Она в это не верит. Он сталкивается с ней и говорит ей драться по-настоящему. Ребекка задыхается, потрясенная, но Подвиг только улыбается и говорит ей перезагрузиться и попробовать еще раз. Директор в шоке. Подвиг увернулся от флагманского движения Lightning с первой попытки и даже контратаковал. Студентка не может этого скрыть. Она признается, что была впечатлена тем, что она сделала. Ребекка признается, что никто никогда не уклонялся от этой атаки, но Подвиг сделал это как ни в чем не бывало. С высокомерной улыбкой он отвечает, что рад, что помог. Ребекка проглатывает свою гордость и признает, что была неправа. Он признает, что Подвиг заслуживает того, чтобы быть в классе, разъясняет, что принимает это, но это не значит, что он собирается позволить ему победить. Подвиг чувствует, что Ребекка готовится к серьезной технике и записывается. Ребекка раскрывает свою разрушительную технику, готовую сокрушить его всей своей мощью. Он делает свой окончательный ход, молот Императора Грома, нанося сокрушительный удар с подавляющей силой прямо в лицо Подвигу. Он остается стоять после атаки, спокойно разговаривая. Ребекка остается с огромным молотком, воткнутым в землю после его удара. Панель объясняет Бату технику, при которой фехтовальщик направляет скрытую силу через свой клинок. Подвиг указывает на то, что Ребекка уже осваивает Бату на первом курсе. Он наблюдает за ее техникой, называя ее вундеркиндом, но отмечая, что превращать меч в тупое оружие не очень по-рыцарски. Ребекка отвечает, что ей нравится сила, которую она ей дает. Подвиг немедленно отвечает. Ребекка поднимает молот и говорит Подвигу взять меч, если он не хочет получить
травму. Он отвечает, что в этом нет необходимости, и говорит ей атаковать его, как будто он хочет его убить. Ребекка на полной скорости бросается с наэлектризованным молотком, врезаясь прямо в Подвиг, высвобождая свою технику. Сокрушительный гром, который обрушивается с силой, в то время как Подвиг движется с невероятной скоростью, чтобы увернуться от него. Удар наносится с быстротой молнии, за которым следует сокрушительный раскат грома, заставляя Подвига мгновенно отреагировать на сокрушительное нападение. Атака Ребекки доказывает его дальность. Даже если основной удар будет предотвращен, электричество распространится по полю, делая технику смертельной даже на средней дистанции. Ребекка держит свой молот, объясняя, что обычный фехтовальщик будет парализован, как только ударит молния. Подвиг чувствует, как по его телу пробегает электричество, и комментирует, что на самом деле чувствует молнию. Ребекка перезаряжается, и ее молот шипит, когда она нацелена прямо на Подвиг. Она запускает мощную технику, гигантскую молнию, которая с разрушительной силой врезается в поле. Подвиг падает на землю, вокруг него потрескивают молнии. Затем опусти свою стойку, готовый нанести ответный удар. Ребекка следит за его движениями, утверждая, что она знала, что он прыгнет. Повтори свою технику Рейка, разрушительный удар молнии, падающий на поле. Глава завершается электрическим взрывом, уничтожающим все. Ребекка, кажется, задыхается от удара, ощущая последствия своей собственной атаки. Подвиг понимает технику Ребекки. Она направляет луч через свое собственное тело, используя его для увеличения своей скорости. Она говорит, что неудивительно, что она такая быстрая, а затем спокойно отступает, говоря, что она видела достаточно. Она готовится нанести ответный удар, уверяя, что пришло время отплатить ей за услугу. Ребекка замечает, что Подвиг движется быстрее, чем она. Подвиг раскрывает свою технику рубки без меча, нанося Ребекке мощный удар без использования клинка. Она ошеломлена, осознав, что ее молот Императора Грома был разбит ударом Подвига. Она понимает, что ее техника была разбита голыми руками Подвига. Он пристально смотрит на нее, говоря ей, что ей еще многое предстоит вырасти. Он заявляет, что сегодня победа за ней. Он использует свою технику выпада без меча, разрушительную атаку, которая разносит все поле прямо на Ребекку. Удар приходится прямо перед ней, давая понять, кто доминировал в бою. Подвиг улыбается в конце поединка. Уверенная в своей победе, Ребекка поднимает руку и признает поражение, сдаваясь и подтверждая свой триумф. Директор объявляет поединок оконченным, официально подтверждая результат. Ученики молча наблюдают, потрясенные развязкой. Арья объявляет, что Ребекка сдалась, подтверждая победу Подвига перед всей Академией. Результат объявлен всем. Победитель дуэли Подвиг. Студенты шокированы тем, что какой-то простолюдин победил Ребекку. Тем временем празднует Подвиг, делая беззаботный победный жест руками. Студент в шоке наблюдает за ним, понимая, что простолюдин только что победил дворянку. Пока празднуется Подвиг, кто-то в аудитории реагирует в ярости, разочарованно топая по полу. В другом месте в академии студент замечает, что пришел навестить Ребекку, девушку, которой удалось получить звание на первом курсе, но удивлен, что она проиграла простолюдину, который даже не носит меч. Выяснилось, что этим учеником является Вольф Фундман, второкурсник класса А, занявший 5-е место. Он говорит, что если Ребекка окажется на 10-м месте, это поставит вас всех в неловкое положение. Затем появляется еще одна ученица, Лили Сивейл, также второкурсница класса А, занявшая 4-е место. Смелый делает случайный комментарий, пока Лили молча продолжает читать. Лили спрашивает его, можно ли победить этого простолюдина. Она закрывает свою книгу и заявляет, что, конечно, она могла бы победить Подвига. Этого будет недостаточно. С уверенностью заяви, что я ни за что не проиграю. Говори, как все 4-го ранга, а затем спроси Вольфа, что он думает. Вольф отвечает, что он тоже ни за что не проиграет. Подвиг беззаботно комментирует, что он фехтовальщик без меча, говоря, что это несколько скучно. В комментариях подчеркивается, что помимо всего прочего Подвиг просто простолюдин. Вольф Фундман решительно заявляет, что он будет тем, кто разнесет Подвиг в пух и прах. На следующий день Подвиг появляется воодушевленный, приветствуя всех утром вместе со своим маленьким товарищем. Он расстраивается, когда его сверстники не отвечают ему, и привлекает к этому их внимание. Ребекка, все еще смущенная, приветствует его добрым утром, застигнув его врасплох. Подвиг взволнован его приветствием и отвечает ему со всем энтузиазмом. Он замечает, что все его избегают, говоря, что ему одиноко, в то время как некоторые сверстники жалуются, что так рано слишком шумно. Ребекка смотрит ему прямо в глаза, давая понять, что понимает ситуацию. Резко оттолкни партнера, вспоминая, что произошло вчера.
Ребекка в ярости смотрит на студента, который толкнул ее, в то время как он, нервничая, пытается оправдаться, говоря, что не видел ее. Мальчик с презрением реагирует на конфронтацию. Некоторые студенты начинают насмехаться, говоря, что проигравшая снова начинает лаять. Они смеются над ней, когда кто-то спрашивает, кто этот парень. Ребекка размышляет про себя, признавая, что проиграла простолюдину, который даже не владеет мечом, говоря, что это то, чего он заслуживает. Подвиг говорит ему, что он сильнее тех, кто ее беспокоит, и что он должен ответить им так же, как и она. С ним Ребекка признает, что ей бы это понравилось, но говорит, что сегодня она безоружна, что повергло Подвига в шок. Студент в шоке наблюдает, не в силах поверить в то, что произошло. Подвиг пытается извиниться, но Ребекка останавливает его, говоря, что в этом нет необходимости. Признай, что это было только из-за отсутствия у него опыта. К удивлению Подвига, Ребекка признает, что в любом случае именно она должна поблагодарить его. Она смотрит на него и признает что-то важное. Его происхождение не определяет мастерство владения мечом. Признайся, что драка заставила его осознать, насколько он был высокомерен. Он кланяется Подвигу, официально извиняясь за то, как он обошелся с ним вчера. Все еще серьезный, он клянется, что отныне будет относиться к нему с уважением, которого он заслуживает. Подвиг относится к этому легкомысленно, говоря, что в этом нет особой необходимости. Ссора с Ребеккой была очень веселой. Улыбнись, укажи на нее и скажи, что они должны когда-нибудь повторить дуэль. Ребекка и Подвиг запечатлевают этот момент рукопожатием, явным признаком взаимного уважения. Ребекка спрашивает его, как ему удалось нанести этот удар голыми руками. Подвиг пожимает плечами, говоря, что это было легко. Объясни, что возможно быстрее показать, чем объяснить. Тогда бей тренировочных мишеней руками, разрывая их на части с помощью чистой силы. Ребекка наблюдает за ударом и признает, что сила Фит по-прежнему невероятна. Фит начинает объяснять трюк, спрашивая ее, может ли она направить энергию в свой меч. И она отвечает «да». Ребекка объясняет, что энергия меча — это внутренняя сила фехтовальщика, позволяющая усилить клинок и увеличить его острие. Ужасно молчаливый. Она отмечает, что когда вы направляете энергию в меч, он становится острее, сильнее и выносливее. Затем она шутит над идеей, что если он может улучшить меч, то его можно применить и ко всему остальному. Он доказывает это, высвобождая энергию в мощном ударе. Он указывает на Ребекку и говорит ей, что настала его очередь, но она сразу же протестует, говоря, что это невозможно. Она шокирована, признавшись, что никогда не слышала о направлении энергии в тело. Фиат пожимает плечами, удивляясь, почему его не используют, если это так полезно. Ребекка говорит, что возможно было бы полезно, если бы кто-нибудь потерял меч, но она все равно сомневается в этой идее. Фиат спокойно отвечает, говоря, что удар рукой — это в основном меч. Это тот же принцип. Продолжай, говоря Ребекке, чтобы она обратила внимание, потому что она собирается показать ему следующую часть своей техники. Объясни, как она направляет энергию по всему телу. Ее кожа затвердевает, становясь такой же прочной, как броня. Ребекка с удивлением понимает, что с этой техникой нет никаких пробелов или слабых мест. Подвиг говорит ей, что она начинает с того, что направляет энергию в свою руку, представляя ее как лезвие. Хотя и немного неуверенно кивает и решает попробовать. Ребекка направляет энергию в свою руку, но давление поражает ее сердце. Напряжение невыносимо, и ее тело начинает дрожать. Она падает в изнеможение, почти теряя контроль. Подвиг уклоняется в последнюю секунду, смеется. Ребекка, разочарованная и запыхавшаяся, сердито смотрит на него, задаваясь вопросом, как она может назвать это почти. Она понимает, что даже при небольшом потоке энергии ее тело этого не выдержит. Ее кости уже на пределе. Объясняется, что энергия меча была создана для того, чтобы направляться в клинки, потому что только они достаточно сильны, чтобы выдержать это. Она потрясена, осознав, что в отличие от обычных фехтовальщиков, ему удалось заставить энергию течь по всему ее телу. Подвиг подбадривает ее, говоря, «Сначала все сложно, но с тренировками ты справишься. В конце концов, ты Ребекка». Внезапно атмосфера меняется. Врывается высокопоставленный студент, с огромной силой избивает Подвига и прерывает его обучение с Ребеккой. Подвигу удается заблокировать внезапную атаку. Его противник злобно улыбается, впечатлен, но провоцирует его, говоря, что если он хочет нанести настоящий удар, он сначала должен научиться скрывать свою энергию. Нападающий, наконец, проявляет себя. Это Волчий Клык. Второкурсник, занявший 5-е место, вступает в бой. Ребекка замирает, увидев его. С насмешливой улыбкой провоцирует ее, называя бедной Ребеккой, давая понять, что он пришел не с добрыми намерениями. Внезапно волк набрасывается на Ребекку сзади. С насмешливыми словами приказывает ему проявить уважение к своему симпаю, пытаясь удивить ее.
Подвиг вмешивается с легкостью, блокируя атаку. Волк отступает и снова с силой нападает на Ребекку. Он хвалит ее рефлексы, в то время как Подвиг смотрит на него с подозрением, задаваясь вопросом, кто он, черт возьми. Вольф ясно дает понять свой статус. 5-е место во всей академии. Его имя знают все студенты. Подвиг прищуривается, пораженный высоким рангом. Он сталкивается с этим, требуя знать, почему он напал на Ребекку. Напряжение нарастает, подготавливая почву для более серьезного столкновения. Подвиг напоминает Вольфу, что Ребекка безоружна. Его слова отвлекают внимание, призывая к трусости нападать на кого-то беззащитного. Он требует от него ответа, но Вольф только высокомерно смеется. С презрением говорит, что пошел за Ребеккой, потому что для него она просто неудачница. Брантинг утверждает, что слабые выводят его из себя только потому, что он существует. Она насмехается, говоря, что мусор должен быть утилизирован, и предполагает, что она сделала бы то же самое с подвигом. Ребекка указывает, что личные ссоры запрещены. Но Вольф заставляет ее замолчать, заявляя, что в этой академии она командует только силой, и все, что делает 5-й ранг, становится законом. Добавь, что сегодня это даже не серьезно. Вольф подходит к Подвигу, говоря, что он просто пришел немного повеселиться с переведенным. Подвиг смотрит прямо на него и спрашивает, была ли вся эта речь его способом вызвать его на дуэль. Вольф улыбается и говорит, что он может принять это так, если захочет. Он отмахивается от этого жестом, говоря, что не будет сейчас драться. Подвиг и Ребекка в замешательстве. Вольф заявляет, что через месяц состоится отборочный бой на турнир Академии. Турнир объявляется национальным мероприятием по определению лучшей академии в гильдии. Представители выбираются по текущему уровню квалификации, и в этот день вы можете победить кого угодно. Турнир жестокий. Все выкладываются по максимуму, а некоторые получают такие травмы, что никогда больше не будут владеть мечом. Эта бойня каждый год привлекает толпы людей. Вольф смотрит на Подвиг и говорит, что турнир – идеальное место, чтобы покончить с ним навсегда. Подвиг спокойно выслушивает провокации и отвечает простым «я вижу». Ты без колебаний справляешься с этим. С уверенностью мгновенно принимает вызов. Ребекка ясно дает понять, что ненавидит трусов, которые нападают на беззащитных. Претендент обещает не останавливаться, пока не увидит, как его противник плачет и молит о пощаде. С острым взглядом и указующим пальцем дает понять, что выхода не будет. Его глаза сияют от волнения, его кривая улыбка источает высокомерие, когда он изливает свое презрение. Безостенчиво насмехаясь над Подвигом, Ребекка уверяет Подвига, что с ней все в порядке, и благодарит его за то, что он вмешался. Подвиг насмехается над ней, напоминая ей, что она никогда не злилась, когда он безостановочно оскорблял ее. Ребекка разъясняет, что на этот раз все было по-другому. Его другу вот-вот будет больно. Конечно, он бы разозлился. Краснея, закрывает лицо рукой, настаивает, что это ни к чему. Смущенный опускает взгляд, краснеет, шепчет, что никто никогда раньше не называл ее другом. Маленький питомец взволнованно прыгает, празднуя, как будто понимает, в чем дело. Он забирается Ребекке в голову, как бы тоже требуя дружбы, в то время как она остается сбитой с толку. Ребекка издает неловкий смешок, когда талисман все еще у нее на голове, в то время как Подвиг разражается смехом перед сценой. С партнером на голове Ребекка тепло улыбается и спрашивает, может ли она тоже стать его другом, показывая, как много этот момент значил для нее. Подвиг улыбается, думая, что все становится все интереснее и интереснее. Удивленная Ребекка спрашивает его, не хочет ли он, чтобы я показал ей город. Подвиг признает, что он ее совсем не знает, и немного сомневающаяся Ребекка говорит, что она не против показать ему его, хотя у нее явно есть свои сомнения. Подвиг хватает ее за руки и благодарит ее с искренним волнением. Она в шоке от внезапного жеста. Ребекка краснеет и говорит ему остановиться, стесняясь делать это публично. Подвиг просто смотрит на нее в замешательстве, не понимая, почему она расстроена. Все еще краснея, пытается преуменьшить ее значение, говоря, что она уже планировала получить новый меч в любом случае. Она настаивает, что идет с ним только потому, что ей это удобно, а не из-за чего-то другого. Подвиг не совсем понимает это, но позволяет этому случиться. Если она покажет ему город, это идеально для него. Перед поездкой Ребекка предлагает сначала немного потренироваться и просит Подвига присоединиться к ней. Он без колебаний соглашается. Внезапно они оба замечают что-то странное и позже обращают свое внимание на суматоху. Девушка сражается на дуэли. Ее противник насмехается над ней, безжалостно нападая на нее и требуя большего, в то время как ей едва удается удержаться на ногах. Окружающие дворяне смеются, называя это тренировкой, но это не что иное, как унижение, смеясь над ней и называя ее бесполезной только потому, что она простолюдинка. Подвиг вмешивается, отвлекая внимание. Он посмотрел прямо на обидчиков и спросил их, что это за тренировка.
Затем, не колеблясь, спросил, может ли он присоединиться. Хулиганы были шокированы присутствием подвига. Один потребовал узнать, кто он, в то время как другой сразу узнал его. Простолюдин, который вошел в класс подвиг, встретил их с уверенной улыбкой. Если бы они хотели драки, я был более чем готов встретиться с ними лицом к лицу. Его соперник улыбнулся заинтригованный. Все стало намного интереснее. Противники перешептывались между собой, думая, что если им удастся победить его, возможно, они выиграют место в классе А. Быстрыми движениями подвиг увернулся от удара и точно контратаковал, лишив своих противников возможности отреагировать. Одним движением он выпустил волну энергии, которая заставила их легко взлететь, демонстрируя огромную разницу в силе. Взбешенный унижением, один из них бросился на него, крича от ярости. Подвиг быстро увернулся и нанес сильный удар, застигнув его врасплох в середине удара. Атака не удалась, и подвиг легко сбил его с ног, задаваясь вопросом, все ли это, что у него было. Разъяренный и униженный, враг отступил, поклявшись отомстить подвигу. Ребекка указала, что они из класса B, вероятно, им больше нечего делать. Подвиг смеялся, называя их жалкими. Он спросил, должен ли класс B быть сильным. Ребекка объяснила, что они вторые лучшие в своем классе, но они еще не на уровне класса А. Девушка поблагодарила подвига за то, что он спас ее, и он, естественно, спросил ее, не была ли она тоже простолюдинкой. Она представилась как Нико, первокурсница класса Фит, была шокирована, узнав, что она из класса D, самого низкого, и была шокирована. Ребекка сказала Фит расслабиться, но Нико сразу сказал, что все в порядке, пытаясь избежать напряжения. Фит не мог в это поверить. Класс D действительно был самым слабым из всех. Он на секунду замолчал, но быстро попытался представить себя правильно. Нико сразу узнал подвига и Ребекку, без колебаний подтвердив их имена. Он объяснил, что знает их, потому что видел их дуэль. Нико признал, что наблюдение за подвигом таким простолюдином, как она, лицом к лицу с кем-то из 10-го места придало ему смелости. Она рассказала, что с того поединка восхищалась им, оставив подвига немного удивленным. Взволнованная поблагодарила подвига и сказала, что разговаривать с ним было как во сне. Тем временем Ребекка начала замечать, что что-то не складывается. Она передала Нико свой меч и спросила, всегда ли с ней так обращались. Немного смущенный, Нико признался, что да. Она призналась, что дворяне ее терпеть не могут. Эта сцена показала, как ее постоянно преследовали и исключали из академии, показывая, как сильно она страдала из-за того, что была простолюдинкой. Ребекка признала, что ее мировоззрение было слишком ограниченным. Она подумала, что чрезмерная привязанность к статусу превращает людей во что-то уродливое. Подвиг улыбнулся и сказал ей, что если она сможет это признать, это будет означать, что она уже изменилась. Ребекка закрыла глаза и признала, что, возможно, подвиг был прав. Подвиг, естественно, заметил, что тело Нико казалось очень гибким, что повергло Ребекку в шок. И Нико, и Ребекка были ошеломлены, сбиты с толку. Ребекка вспыхнула, ударив Фита, явно разъяренная тем, что он сказал. Она обрушилась на него, назвав его идиотом, и пояснила, что имела в виду суставы Нико. Нико был шокирован, осознав, что даже после того, как его ударили, Ребекка не выглядела раненой. Он понимал, что каждая атака была отражена идеально, а не нанесена с полной отдачей. Подвиг отметил, что он использовал свои суставы для нанесения ударов, и Нико признал, что он всегда был гибким. Подвиг понял, что это был чистый рефлекс, и Нико согласился, что это было практически единственное, в чем она была хороша. Ребекка посмотрела на Нико и сказала, что жаль тратить такой талант впустую. Вмешался джентльмен, сказав, что есть много талантливых простолюдинов, давая понять, что истинная сила определяется незнатностью. Подвиг задавался вопросом, смогут ли другие простолюдины начать выделяться, действительно ли они смогут поколебать всю дворянскую систему. Ребекка сомневалась в этом, но Подвиг отклонил это, сказав, что она просто думала вслух. Она внезапно позвонила Нико, застигнув ее врасплох. Он прямо указал на нее и спросил, заинтересована ли она в отборочной битве. Нико спросил, имеет ли она в виду бой, который решает, кто поедет на турнир Академии, и Подвиг небрежно подтвердил, что да. Нико была шокирована, в полном шоке от того, что она только что услышала. Она призналась, что ей это было интересно, но она чувствовала себя слишком слабой. Подвиг сразу же сказал ей просто потренироваться с ними. Нико взволнованно спросил, будет ли участвовать и Ребекка. Хотя сначала она была ошеломлена, Ребекка уверенно подтвердила, что присоединится. Она решительно жала кулак, сказав, что не упустит возможности продемонстрировать свою силу.
После одного поражения все уже относились к ней как к неудачнице. Подвиг отметил, что его и Нико исключили только за то, что они были простолюдинами, что это единственное, что их определяло. Он улыбнулся Ребекке и Нико, сказав: «Если нам троим удастся принять участие в турнире, лица дворян будут неоплачиваемыми». Ребекка предупредила, что этот план в основном заключался в объявлении войны благородному обществу. Нико, нервничая, согласился, сказав, что Ребекка права. Он признал, что у Подвига и Ребекки все может быть хорошо, но кто-то вроде нее будет раздавлен. Подвиг это не подсластило. Он посмотрел на нее и прямо сказал ей, что если она думает, что ее раздавит, единственный ответ — стать сильнее. Она ясно дала понять, что ей не нужно этого делать. Если она не хотела, она могла сказать «нет». Но она колебалась. Подвиг пристально посмотрел на нее и сказал ей, что если хотя бы часть ее захочет стать сильнее, он сможет это сделать. Нико вспомнил тот день, когда он покинул свою деревню. Его отец с гордостью сказал, что его мечтой было, чтобы его дочь стала рыцарем. Его мать, обеспокоенная, сказала ему, что он всегда может вернуться, если все будет слишком сложно, но Нико пообещал, что с ним все будет в порядке. Он подумал о своих родителях и почувствовал тяжесть ответственности. Если бы он стал джентльменом, он мог бы дать им лучшую жизнь и облегчить жизнь своей семье. Решительный, Нико знал, что не может остановиться. Он должен был двигаться дальше. Он должен был стать сильнее, чего бы это ни стоило. Он признал, что у него была своя причина остаться в академии. Что-то более глубокое, чем просто тренировка. Сидя в одиночестве, Нико размышляла о своих трудностях. С тех пор, как она поступила в академию, все это было болью и унижением, и она чувствовала себя бессильной остановить это. Она посмотрела на себя с сомнением. Она задавалась вопросом, может ли кто-то вроде нее, обремененный неудачами и неуверенностью, действительно измениться. С решимостью в глазах Нико взорвался вопросом: «Ты действительно можешь стать сильным?» Подвиг посмотрел на нее и ответил прямо: «Если твоя решимость реальна, твой меч ответит». Эти слова еще больше укрепили ее уверенность. Твердым взглядом Подвиг заверил Нико, что она определенно может стать сильнее, давая понять, что и она, и Ребекка были частью этого пути. Подвиг поднял кулак и заявил, что вместе они перевернут Академию с ног на голову и удивят всех. Когда они шли по улице, некоторые дворяне разочарованно ворчали, злясь на то, что простолюдины слишком много думают друг о друге, задаваясь вопросом, что с этим делать. Не в силах смириться с поражением, горько смеялись, говоря, что простолюдины не могут быть по-настоящему сильными. По их мнению, было только одно объяснение — они, должно быть, обманули. Один из дворян, уже расстроенный, потерял контроль и схватил другого за шею, крича ему, чтобы он был осторожен, куда бы он ни шел. Пока они спорили, появилась подозрительная группа и насмехалась над ними, называя их богатыми детьми. Они сказали, что такие дворяне, как они, были их любимой добычей. Из ниоткуда их настиг сильный удар. Один из дворян упал, недоверчиво зажимая рану. Человек в капюшоне холодно заявил, что сегодня отпустит их легко, давая понять, что он мог бы избавиться от них, если бы захотел. Люди в капюшонах спокойно ушли, оставив позади крики боли. Один жаловался на то, что у них не было смены, показывая это извращенным и банальным, что для них это жестокость. Эти двое продолжали разговаривать, как ни в чем не бывало. Один извинился и пообещал, что следующая жертва будет полностью его, как если бы это была награда. Другой злорадно улыбнулся, явно взволнованный предстоящим нападением. Когда они шли по темному переулку, один из них держал знак Ребекки, давая понять, что она была их целью. А вот и сегодняшний эпизод. Все только накаляется, и поверь мне, следующая часть взорвет тебе голову. Да, тебе понравилось видео, поставь лайк, поделись им с другом и самое главное, подпишись и активируй маленький звонок, чтобы ты всегда был первым, кто увидит следующий. Увидимся в следующем.